Ой, уже пишем, уже пишем. Бля, напугала. Привет, Тис. Да вообще не говори. Что за игра будет? DS2? Привет, Кулизет. Во. Нет, не DS2. Так бы сразу и сказал, как твой ник читается. Кулайст. Все. Спасибо. Я запомню. Бля, я даже не расчесалась. А где расческа? А, вот она. Все. Готика 3 тоже нет. Но третья часть будет. Ну, в смысле, игра сегодняшняя будет третьей частью. Короче, я однажды расчесывалась очень сильно, и у меня отвалился один из вот этих вот стержней, или как эта штука называется. Резидент? Нет. Нет, тоже нет. Так, волосики я соберу. Far Cry тоже нет. Расчесываемся в прямом эфире. Не томи. Опять? Что будет-то? Куда? Я у себя в телеге писала, что помимо Скайрима будет еще одна игра, но так я ее и не играла еще, потому что меня затянул очень сильно Скайрим. Вот. Ну, вам она, возможно, не понравится, конечно, но у меня будет нестандартный подход к этой игре. Игру еще девчачьей называют. Так, сейчас я. Як.
Кенши? Блин, скорее всего, нет. Я в нее никогда не играла, и вряд ли я смогу придумать что-то смешное и интересное. Так, где? Вот. Короче, я буду играть в Sims 3. Вот так вот. А еще я хотела добавить новую команду за баллы канала, но я не смогла скачать видео с Ютуба. И вот я не понимаю, почему. Возможно, это все из-за того, что, ну, YouTube как бы заблочен, и скачать его нельзя. Что-то с него, точнее. Поэтому хз. Сейчас. Рожу надо намазать. Я очки уронила. Бьюти-процедуры. Намазюкалась. Какая я бледная, господи, из-за этой подсветки. Так. Ого, 6 зрителей. Здрасте. Что мне, менять категорию уже? Ух ты! Озон приехал, кстати. Сейчас я попытаюсь зайти в Озон, заскринить этот штрих-код.
Так, ну что? Опа. Так, мне эта мелодия, музыка нравится меньше, чем прошлое. Опа! Так, так, так. Привет, Сёма. Подожди, музыку пока остановим. Нет, мы не будем играть ни в одну из этих семей, потому что это все мое. В что ты там собралась играть в Sims? Да. Обычно у меня моя семья выглядит вот такого размера. Вот. И либо вот такого. Но... А чё теги Souls-like и Skyrim? Так это, ну, типа, то, что у меня на канале было. Вот. Типа, я за них шарю и играла. Вот. Мы создаем новую игру. И в каком городе же мы будем жить? Я думаю, мы будем переезжать, поэтому, типа, разницы никакой. Может, вот это что-нибудь? Возьми было бы. Или самый базовый. Блин, я не знаю. Мне этот город пипец как не нравится, потому что я уже слишком... Я в детстве, когда играла в Sims, я слишком часто и много играла в нем. И он меня бесит. Based? А в чем based? Ты про что? Поэтому можно, например, вот этот вот город. Я в нем не помню, чтобы я играла. Про мапу? А, ну вот. Типа, когда вышел Sims, это был год, по-моему, 2009, ну, Sims 3. Я в него постоянно играла, и там было только вот, ну, базовая игра. Потом вышло одно дополнение. И там из всех вот этих городов, которые есть в этом списке, был только Sunset Valley и Твинбрук. И то я его читала как Твинбург. У меня всегда были проблемы с тем, чтобы прочитать нормально название города или чего-то такого. Я даже в Скайриме том же самом всегда архиалковый слиток архиалковым читала. Типа пластинчатая броня там есть, я ее называла пластилинчатая. Ну, типа... Вот. И, в общем, мы выбираем вот этот вот. Эльфи Тейл. Здравствуй. Спасибо за фоллоу. Спасибо. Вот сердечко. У меня, видимо, алерты не очень работают. Хотя я их обновляла все. Но я вижу, что ты подписалась или подписался. Так, ну вот, собственно, ну, Арихалк, это же, ну, реально база, это чуть ли не во всех мифах и т.д. есть. А я вот до Скайрима никогда в жизни не слышала про эту руду, про этот слиток там и все такое, поэтому я, ну, типа, вообще не знала, как это читается, и поэтому всегда читала его неправильно.
Так, ну все, выбираем Твин... Как там его? Бург? Я забыла опять. Там кошка очень приплюснуто лежит. Я сейчас скину. Сейчас покажу. Если я сверну, игра не закроется? О, хорошо. Смотрите. Вот такая щека у нее тут. Ладно, все. Игра, вернись, пожалуйста, на экран. Прошу. Спасибо. Короче, мне даже пришлось первый раз в жизни воспользоваться фильтром на... Я не знаю, как это назвать. На окно, что ли, или что? Цветокором, в общем. Потому что у меня всегда была беда с Sims 3 в плане того, что у меня все скрины, все демонстрации экрана, все, что можно, не видя глазами, у меня всегда была затемненная игра. Я не знаю почему. Может, это версия какая-то такая особенная, она у меня не последняя, потому что я не хочу устанавливать последнюю версию Sims. Так вот. О, обожаю эти прокаты по городу. Очень красиво. Так вот, у меня всегда игра показывалась очень темно. Либо очень ярко, я не знаю. На скринах она всегда затемненная, как будто бы у нее контрастность или насыщенность вырезали в минимум. Но когда я на нее смотрю глазами, она, во-первых, выглядит не так, а во-вторых, у меня всегда глаза выпадают от того, что она слишком яркая. Я сейчас покажу, как игра выглядит без цветокора. Фильтры. Вот. Вот она такая. Почему-то. Но на мониторе она выглядит абсолютно не так. Она не такая темная. Поэтому мне пришлось настроить цветокор более-менее похоже на настоящую игру, как я вижу ее глазами. И то чуть-чуть все равно какая-то муть виднеется. Ну, в общем, вот такая история. Параллелограммировал, да так и не вы параллелограммировал. Твердый знак, твердый знак, твердый знак, твердый знак, твердый знак. Ну, это да. Не выпараллелограммировал, да. Не, ну, кстати, прикольный городочек такой. А какие тут жители есть? Мне интересно. Они вообще существуют? В смысле? А где? Да в смысле? Или тут никого нету, я не поняла. Ну, мы в любом случае создавать будем. Сок добрый в вере... Вырез... Ужасно. Медио. Мне надо звук настроить чуть-чуть. Sims, что ли? Да, с первым сообщением в чате. Мы создадим человека. Блин, ну он же выбран, что ты обновляешь? Я, наверное, создам женщину. Ну, вот это недоразумение мы уберем, конечно. Но... Если что, это игра так лагает, а не мой комп.
О, я помню, я ее создавала. Так, ну вообще... О, кстати, я создавала эльфа. Она мне понравилась, как получилось. У меня еще был мужчина-эльф, но я что-то... почему я его не вижу, действительно? Хотя нет, я не... Вот он. Сул. Ну, это тоже мой краш. Но сегодня мы играем не в эльфов. Я вот думаю... Да. Короче, план таков. Мы создаем персонажа, но его развивать не будем. Фатибуса? Потому что нам нужен ребенок от этого персонажа, которого уже мы будем развивать. Вот так. Мне никто не нравится. Мне нравится вот эта женщина. Рафия? Я ее тоже создавала. Давайте мы создадим ее. И ей Залаба мужчину. Уифа. И они, ну, это самое, ребенка сделают, нашего суперсимового. Вообще, я что-то уже 20 минут как стримлю, но о своей задумке я так и не рассказала. Ну, в названии стрима чуть-чуть понятно, что мы будем играть за Супер Сима, но суть в том, что я планирую одним персонажем пройти все навыки, все дипломы, все карьеры и, по возможности, все жизненные цели. Я установила мод специальный, который позволяет персонажу после выполнения жизненной цели выбирать новую. У игры бывает иногда такое, что какой-то трек очень громко воспроизводится, поэтому я его сейчас потише сделаю. Но у меня он достаточно громко играет, я потише сделаю у себя тоже. Так вот, плюс в каждом навыке персонажа есть еще отдельные челленджи. То есть, если ты разовьешь навык на максимум, то, по сути, чтоб ты не скучал, есть еще некоторые челленджи у этого навыка, которые ты можешь выполнить. И я постараюсь выполнить их тоже. Вот. Также я... Секунду. Ага. Я создала свой собственный трекер. Так, меня тут очень плохо видно, но ничего страшного. Очень только зародышный трекер. Пока выключу. Нет, все равно я бледная. Ну ладно, ничего страшного. Отслеживание всех навыков пока что. Тут будут карьеры, дипломы и все в этом духе. Я их постараюсь в процессе прохождения заполнять, но базу какую-то хотя бы я немножко уже заполнила. Хотя бы навыки все выписала. И вот есть некоторые навыки, которые присущи только определенной возрастной категории. Вот, например, скаутские навыки могут развить только дети. Вот. Классики и катание тоже. Здесь небольшая пометочка есть, красная сбоку. И вот как раз в конкретно этих навыках есть небольшие челленджи, а некоторые большие. То я их тоже полностью не заполнила, вроде как. Как их отмечать, я не знаю. А чё, почему я не могу... Ладно, без разницы. Понятно. Вот. Ну, в общем, такой трекер. Я просто буду как-то потом заполнять, видимо,
Сейчас я ничего не могу сделать. Ладно. Не так страшно. Я буду помечать в бумажке. Вот. На этот челлендж я вдохновилась у своего любимого сим-блогера. Ну, он себя таковым не называет, но все же играет он в Sims сейчас. Романа Шевикова. Вот. Вот, у меня опять игра была темная, видели? Он проходил челлендж Супер Сим в Sims 4. И у него был уже более-менее хороший трекер, потому что его создал еще один другой блогер. Вот. А по Sims 3 не было такого. Ну, по крайней мере, я не искала и думаю, что вряд ли он есть. Поэтому я захотела пройти челлендж Супер Сима в Sims 3. Потому что это моя любимая часть. Вот. Ну, он, конечно, мне не очень нравится, но внешность у него интересная. Вот так его будут звать. Нет. Нет. Диметрий. Алексей. Вот так будут звать. Но это не важно. Все это не важно. Единственное, я хочу ему переодеть футболку всякую, потому что вот эта базовая одежда мне никогда не нравилась. Но тоже что-нибудь простенькое мы выберем. Sims никогда не играл, не зашла. Привет, Маша. Здрасте, здрасте. Ну, в Sims достаточно такая игра, кому нравятся песочницы и какие-то истории придумывать. Я одна из них, я очень люблю придумывать какие-то истории, и Sims как раз очень подходящая игра для того, чтобы их реализовывать. Так, у меня небольшие подозрения, что мы можем быть знакомы. Мы знакомы или нет, Эльфи Тейл? Ну, как будто бы ты так ко мне обращаешься, будто бы мы лично знакомы или что-то такое, или нет. Конечно? Так, подожди, тогда я не знаю. Ты кто? Так напомни. Ну, по никам, потому что это очень сложно определить. Обалдеть! Вот я почему-то так и подумала. Привет, очень приятно тебя видеть. Кто бы мог подумать, что мы с тобой начнем общаться в таких обстоятельствах. Все, я засмущалась даже. Очень радостно тебя видеть. 100 лет не общались. И не говорит, а вообще. Я не знаю, что ему надеть, потому что мне ничего не нравится. Вот, может, что-то такое. Господи, что вот это? Я очень не хотела очень долго уделять внимание переодеваниям, но мне не нравится просто, как могут выглядеть симы, поэтому этому стоит уделить время. Потому что вот этот персонаж у меня полностью готов. Плюс я еще хочу
их смешать и посмотреть, какого цвета получится их ребенок, потому что генетика в Sims очень интересно работает. Weeb. О, господи. Ладно, это мы убирать не будем, мне нравится. Armsachig. Пойдет. Oh, Тоже Zadurba. пойдет. Вот с верхней одеждой может быть очень сложно и плохо. Такой Кембридж стиль одежды. Suzel. Ну, кстати, не так уж и плохо он выглядит. Я даже верхнюю часть оставлю. Я просто, кстати, никогда никому не надевала такую штуку. Вот штаны я поменяю. Я ненавижу джинсы вот такого прямого кроя. Я обожаю либо... Я не знаю, как они называются. Вот тут честно, я не разбираюсь в названиях джинс, но мне нравится вот что-то вот такое, либо прилегающие. Во, я так оставлю. Будет он в кедах. Так. Слим или скини это? Ну вот возможно. Я даже... У меня есть один мой любимый, как его, Reels, TikTok, Shorts, я не знаю, все вот эти... Вот этот, короче, короткий видосик на тему... на тему джинсов. Типа, сейчас очень сложно подобрать джинсы. Сейчас я найду. Мне очень хочется ему показать. Вот он. Так, интересно, а будет ли слышно? Нет, не слышно. Сейчас. Свойства. Вот это. Да? Можно, Да, все. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, джинсы? Да, конечно, что бы хотели? Regular, skinny, slim fit? Нет, давайте джинсы. Может быть, relaxed, trappered, baggy? Джинсы, которые на ноги. Понял, вы очень придирчивый. Может быть, straight, loose или easy fit? Сейчас вы уже слова выдумываете. Bootcut. Ну, джинсы. Чтобы вот, если я пропал, писали, была одета белая футболка, джинсы. High waist. Вот и елки-палки. Материал, японский salvage denim или итальянский стренч, или, может быть, ломаная саржа. Джинсовые джинсы. Плотность 15-30 унций. До свидания. Здрасте, джинсы дайте. До свидания. Я не могу. Это вершина юмора, блядь. Мы с моим парнем недавно угорали на тему того, что сейчас вот простой черный хлеб не купишь, потому что вот тут точно так же. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, джинсы. Вам какие? Regular, skinny, slim fit, и вот это вот он начинает. И с хлебом сейчас точно так же. Вам какой? Ржаной, безглютеновый, с семечками, без муки, без дрожжей. И вот тут то же самое просто. Уф. Так, подождите, мне надо быстренько кое-что проверить. Так, все. Ладно. Игра, кстати. Подожди. Звук. Да, все. Игра просто закончился звук. Ладно, мы включим мой. Вот. Ага. Ну, характер я, наверное, выберу какой-нибудь рандомный. Блять, где-то ненавистник. Ну, кстати, это будет очень интересно. Пожарного нет, мы выбирать не будем. Гений, это хорошо. Блин. Вот пускай он будет логику и спортивный этот навык развивать. Ладно. Все, в принципе, все. Так, а ты? Что у тебя там? Snar. У тебя все нормально. Ага. Так, это мы убираем. Потому что нужно вот это. И вот это мы тоже убираем.
И выбираем, просто чтобы ребенок вырос счастливый, пожалуйста. Как там на П? При. А, нет, на Х. Вот. Вот этот надо навык нам. Ой, этот черту характера. Нишкибу. Нет, мы воспитывать только одного человека будем. Блин, можно я порандомлю чуть-чуть? Во, ты будешь любить детей и любить семью. Храбрость нам ни к чему, у нас мужик храбрый будет. Ты будешь трудоголиком, наверное. Нет, нет, вряд ли. Пожалуйста. Какой-нибудь нормальный характер. Ну вот мастер на все руки пойдет. А что из этого тебе выбрать? О, 50 тысяч пойдет. Стоп. Ага. Офигеть, я даже забыла, что такая черта характера существует, что нужно приручить единорога. Так, а тут у тебя, ну все. Так, а как их? Ну ладно. Во, а вот это здесь делается. Муж, жена. Чтобы уже сразу. Все. Потому что я не хочу тратить время на то, чтобы их сводить там, вот это вот, и ебитесь там. Нет, зачем? Выбираем дома. А где? Где-то на задворках, ясно. А в нормальном, как бы, районе не вариант, да? Ребенок родиться не успел, а ты уже его в клетку посадила. Дай мужику нормальные джинсы, ему же всех детей передай. Саня, привет! 100 лет тебя не видела. Так, у нас есть на выбор воздушный лофт. Лот называется воздушный лофт. Как вам? Маша, привет! Привет, Саня! А, все, музыка уже появилась. Не, ну я считаю, это тема. Вон стиралка даже на улице есть. Не, ну, и типа мне вот в этом жить прикажете? Так, дальше есть. Подожди, Галя отмена. С мебелью не вариант, денег нет. Ладно, этот лофт, я не успела прочитать, как он называется. Не, ну тут уже по-королевски, смотрите, у ребенка будет своя комната. С видом на болотце какое-то, да? Ну, болотце у них тут прям у самих в доме будет. Не, ну это интересно. Да какой билд, Саня? Билд в другой игре. Без шуток жил бы и кайфовал, там же даже рыбачить можно было. Ну, в этой реке, в этой лужице вряд ли ты что-то выловишь, потому что тут рыбы не плавают, не водятся. Какой билд у Сима? У него супер Сим. Как это? Веранда, значит, участок был. Хорошо, давайте из этих посмотрим. Вот какой-то. Водораздел. С мебель. Смотрите, какой дешевый. Там, наверное, реально все плохо. Так, ага. О, чисто конура. Чисто этот трейлер. Ага. Ну, с ребенком тут жить, это вообще, конечно. Лишь бы вот чисто родили и утопили, я не знаю. В тесноте да не в обиде, это вообще ужас какой. Хорошо, что я этой женщине в своей семье выбрала навык, черту характера мастер на все руки, потому что вся вот эта сантехника и мебель, она очень дешевая, и она будет постоянно ломаться. Вот этот берем на рассмотрение, водораздел называется.
Трясина. Мгм, уже подороже. Дал бог зайку, даст и лужайку. Не, ну вы посмотрите, вот это дерево чисто, я не знаю, вот тут петлю повесить и самому тут зависнуть. Тут подвал! Подвал это хорошо. Вот тут можно жить. Тут уже побольше места. И лужи никакой нету. Она тут... Где она тут есть, лужа-то? О, смотрите, у МКАДа рядышком. А вот и лужи. Живем чисто как лягушки на болоте. Все, ребенка в подвал, так и думаю. О, Эника, привет! Мы тут выбираем лот. Я считаю, вот это для счастливой детскости, ну, точнее, детства, самый вариант. Смотрите, какая большая комната у ребенка будет. Некоторые живут вообще без своей комнаты, поэтому это даже очень хороший вариант. Все, я считаю, остальные даже не будем смотреть. Хотя ладно, вот этот ради интереса. Просто глянем. Берем вот этот, трясина, с мебелью даже. Но этот ради... Орлиное гнездо. На мебель у нас денег нет, но мы его посмотрим. Просто ради интереса. Ага. Тут уже около другого МКАДа мы живем. Разрушенного. Так. Ага. Первого этажа у нас нету. Внезапно. Ну вот это вот симы просто умрут, пока будут подниматься. Это чисто избушка на курьих ножках. Без чердака даже. Не, это не нравится. За что 19 тысяч? Я даже с мебелью это место купить не смогу. Тут даже подвала-то нету. А куда этаж дели? Да не знаю. Смотри, просто я не знаю. И лифта-то нету собственного. Ну что это такое? Не, это плохой дом. Это хорошо, что мы его не выбираем. Орлиное гнездо реально орлиное. Не, это мы уже посмотрели. Ну вот тут вот уже вот эти вот лоты, я так полагаю, они подороже, побогаче. Но претендовать мы на них не имеем права, потому что мы бедные. Поэтому мы будем жить вот в этом бедном районе. Петушиный насест какой-то, а не орлиное гнездо. Вот не говори-ка. Я вспомнила, что забыла попшикать капли. Все. Так, где мой? Трясина же, да? Я уже забыла, как он называется. Да, это вот оно. Все, мы берем, оформляем покупочку с мебелью. С мебелью ли? Ладно, давай с мебелью. Все. Счастливые молодожены, вселяемся в дом. Кайф. Сморкнулись, улыбнулись и никакого негатива. Да, выйти из режима обучения, потому что я все умею. Я сейчас сама вас всему научу. Так, минуточку. Где? Покажи. На кладбище, ясно. Ок. Хорошо. Не обращайте внимания, это Sims 3. Так. Сейчас мне надо мод настроить один. Где ратуша? Вот она. Вот это. Мужику трусы и штаны переодень, пока у него не... Так, сейчас, подожди. Извиняюсь. У меня есть сфотографированный экран настроек мода. Вам вообще что-то видно? Хоть что там написано, нет? Надеюсь, видно. Но это и не так важно, что тут написано, в принципе. Так, выбор скорости 25. Коэффициент влияния минимум 8. 2. Так, переключатель ускорения. 20. Нет.
И вроде все. Все, мы настроили мод. Мы поздравляем нас. Женщина хочет служить в армии. Хорошо. Работать точнее. Этот в науке. Ладно. Лучше бы сфоткала мужские трусы нормально, чтобы знать, что во что Симов одевать. Вот он нормально же одет. О чем они разговаривают? Подраться подушками, ясно. Ясно, фрики. А возрастление-то у нас существует? Существует. Хорошо. Anubi. Uh-huh. Adkobina shasha. Bujani. Так, вы меня не поняли. Подождите. Подушками вы драться не будете. Вам надо полобызаться чуть-чуть. Свободу кукольчикам, бунт. Давай я его просто переодену пока что в другую одежду, чтобы ты успокоился и чтобы тебе хорошо стало. Вот тут у него реально свобода будет. Все, устраивает? На стадионе идет матч, который, вероятно... Вы чё? Вот потом посмотрите. Тут это дела важные происходят. Sanduha. А чё у вас такие отношения-то нехорошие? Так, когда там уже будет это? Ебитесь. Lula. Так, чат, мы хотим мальчика или девочку? Это реально можно выбрать. Shagaduni. Yeah, Zaldua. Ну, либо пускай игра сама решит за нас, кто у нас будет. Chibirashik? Oh. Chibirash? Anub Zerpi. Juba Usa Snu. Так, занятия по навыку вы не будете. Навык алхимия можно. Очень полезный навык. Мы хотим квадробобера. Блин, каджита тут вряд ли создать можно. Но можно, если быть ведьмой, этот заклятие жабофикации наложить на персонажа, и он будет буквально жабой. Shurta. Так. Опа! Oh. Oh. Duva. Все, мы делаем вот это. Ну Oh, все, мутим Yippo жабульку. Maybe. Но это временный эффект. В смысле ты не хотишь? Uma. Мы сейчас другого мужика найдем тогда, если ты не хотишь. Меня это не устраивает. Creedy. Соситесь. Uh-huh. О, прыгни на руки ей. Uh-huh. Tusi Glipnor. О! Oh. Блядь, я испугалась. Это мы продадим. Хотя ладно, пускай оно останется. Давайте полежите вот тут вот. В будущее вы путешествовать не будете. Блядь. Ладно. Это мы, подожди. Вот это мы сразу убираем, потому что мы этим воспользуемся уже потом. И это тоже убираем. Продавать не будем. Денег сами заработают. Короче, это с дополнением в путешествие в будущее прилетел портал в будущее, собственно. И туда можно телепортнуться. Но этими персонажами мы не будем ничего делать, потому что они у нас просто будут создадут того персонажа, которым мы будем уже все делать. Так. Ласкайтесь. Aji. Nashumina. Целовайтесь. Bunny. Что у вас по отношениям? Недостаточно. Все, будем целоваться. Я знаю. Все именно так и происходит.
Немножко подглядываем, но ничего. Давайте, чтобы их не смущать, будем подглядывать. Вот так. О! Она хочет заработать 5000 денег. Хорошо. Получить предсказание. Это стоит денег. Мы не будем... Стать сверхъестественным созданием? Это можно. Бля, нихуя себе 2000 денег только! Это очень плохо. Так, ну чё там, вы готовы? Нет? Давайте вот сначала для разогрева. И еще раз. Каждое яичко разогреем, чтобы потом нормально оформить. Музычка! Это значит 100% она, это самое. Наш суперсим на половине пути. Так. Для стирки корзинку приобретем самую дешевую. 40 рублей. Нормально. Так. Ты у нас, товарищ. Ищи работу. Так, подождите. Тут есть абсолютно ненужная вещь, которая стоит 50 рублей. Это телефон. Телефон здесь не нужен, потому что есть как бы телефон в кармане, да? Чё, Саня, такое? Так, товарищ... Вот это мы тоже продаем. Фотоаппарат нам не к чему. Тем более он бесполезный. Зарубили 850 по 2. Это сколько денег? Я сейчас прям посчитаю. 1700 на ровном месте. Так, товарищ человек. Ты у нас что? Карьеру наука. Ну, пускай. Вот, наука. Все. Ура! Подружиться, играть в шахматы. Садоводство надо. Ага. Садоводство. Открываем. Садоводим помидор. Помидоры, 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 помидоры. Салат. И все. Где выращивать их будем? Вот тут. Блять. Это не так работает. Это работает вот так. Так, женщина. Ты в армии служить хочешь, да? Бери. Но она сейчас буквально прям на днях в декрет уйдет. Но деньги нам все равно будут поступать, поэтому это очень хорошо тоже. Вот. Принять. Что ты хочешь? Играть в шахматы. Денег у нас нет. Спорт у ней плохой. О! 2500 баллов. Это очень хорошо. Все, теперь мы всей семьей едем в библиотеку. Где она у нас? Надо чуть-чуть прокачать им навыки. Все. Бесплатный такси, кстати. Так, где тут у нас книжка? Ой, полка с навыками. Книжная полка с навыками, я хотела сказать. Вот, наверное. Нет. Нет.
Это всегда какая-то выделяющаяся из всей толпы книжных полок. Книжная полка. Что за бесполезная библиотека? Тут буквально нет... Я не поняла. А в чем прикол тогда этой библиотеки, если тут нету книжной полки с книжками на навык? В университете в этой игре тоже нету книжной полки с навыками. Это вообще чё? Я не хочу деньги тратить на то, чтобы купить голимую книжку. А есть еще библиотека, только уже нормальная, пожалуйста. Ну, почему? Это что за магазин? Прачечная. Ё-моё. И что в этой прачечной? Вы что, тут реально одежду стираете? Еще и за деньги. С ума сошли. Все, я расстроилась. Я расстроилась. Эта библиотека полный позор. Просто здесь есть баф на ускоренное обучение. И если читать книжки в библиотеке с какими-нибудь на изучение навыков, то они быстрее растут. Но тут нету полки с книжками. Нормальными книжками. Я расстроилась. Все, этот челлендж запоран. Запорот. И что мне делать? Не, ну я точно все книжки тыкнула. Я расстроилась. Блин, у них уже свиданка какая-то началась. Идите, займите каждый свою комнатку. Ну, мужику тут... А что ему? Вот что? Ему нужно развивать что? Садоводство. А есть книжка на садоводство? Я вообще не помню уже. Спорт. И механика. Ёптать, блядь. Механика, спорт. И садоводство. Вот такие книжки нам нужны. Механика. Вот раз. Спорт и садоводство. Спорт в книжке такой не существует. Так. Ладно. Алхимию будем покупать. Давай, ладно, пускай будет. Ну все, это 450 рублей, блин. Мне не нравится. Дизлайк. Так, что ты читать будешь? По садоводству. Читай. А ты что? Ты уже готовишься? Ладно. Она читает книжку по беременности. Короче, рассказываю, если их обе прочитать, ну или одну какую-то, то когда родится ребенок, можно выбрать ему черты характера.
Если не прочитать книжку, они выберутся автоматически. Вот так вот. Смотрите, как быстро у него навык растет. Так, тут была еще одна книжка, по-моему, где-то. Какую она тут прочитала? Ага. Ой, какая бесполезная библиотека. Если бы я знала, что она тут такая будет, я бы вообще в этот город не поселялась. Вот. И ей отдаем эту книжку. Мы бустимся для того, чтобы нормальное повышение получить на работе. И чё, он все эти... Больше нельзя? Все, он слишком умный для этой книжки. Ясно. Что ты за херню читаешь? Что дома рутина, что в Sims рутина. Ну, она еще пока не родила, поэтому мы быстренько рутинничаем. Заставить отца прочитать книгу для будущих родителей. Ладно. Фармим опыт. Отец, читай книжку для будущих родителей. Ну и что вы голодные? Ой, тошнит ее. Почему? Что случилось? Так. Так. Есть. Где тут можно поесть? Это тут дорого. Есть закусочная. Вот она. $18. Меня это не устраивает. Она едет домой, чтобы приготовить еду какую-нибудь. Еще поехал я за женой и ребенком в город. Удачного стрима тебе, еще приду как-нибудь. Спасибо большое. Привет передавай и Наташе, и Алисе. Очень была рада тому, что ты зашел. Было очень неожиданно. Хорошего вечера. Так. Пускай она чуть-чуть посидит, чтобы прорыгалась. А то еще, не дай бог, ужин спалит. А нам этого не нужно. Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Сок. Ладно. Так. Тебе тоже хорошего вечера. Все, пошел. Спасибо. Спасибо. Так. Да какой я спать? Ой, уже времени-то. Внезапно. Так, ну тебе уже есть не надо, значит спать, ладно. Ну, кровать у них, конечно, вообще беда.
Ну, этого уже почти ждет повышение, можно сказать. Все. Подождем. Так. Можно купить зубровку. По-моему, это... Кисик. По-моему, зубровка. Да, короче, рассказываю. С приходом дополнения в университете в игре появились всякие травы. Там типа чудо-лепесток, базилик, зубровка, корица и прочее-прочее. У них у каждого свое свойство есть. Все очень плохо. Все очень плохо. И, в общем, по-моему, зубровка влияет на производительность на работе. Давай быстренько съездим за продуктами. Где они? Вот они. Подожди пока. Съездим на бесплатном такси. Вот. Я сейчас точно загуглю на Sims Wiki. Что-то у меня голова заболела, ребят. Я очень активно начала стрим. Даже орала, от чего у меня заболела голова. Так. Травы. Sims 3. А, зубровка тошноту лечит. Базилик, по-моему. Вот. За счет эффекта амбициозности помогает быстрее добиваться повышения на работе и увеличивает производительность труда. Нам нужен базилик. Берем 15 штук. Ебать! Ладно. Это окупится. Кстати, можно передавать порционно предметы из инвентаря другому персонажу. Нужно выбрать, вот нажать на вот этот вот уголочек и зажать Shift. И переместить. И вот выбираешь, сколько нужно передать. Ну, давай штук 7 ему передадим. Вот. Все, она схавала траву вот эту, как бы это странно ни звучало. И вот теперь у нее появился баф. Ива чувствует себя достаточно амбициозно и меркантильно. Сейчас самое время показать работе, кто в доме хозяина, и заслужить это повышение. Вот. Все, теперь она отправляется на работу. И упорно работаем еще до кучи. А этот товарищ что у нас, когда на работу? А, через 3 часа ему. Ну, ему повезло сегодня. И вот только что первый раз пошла на работу. Еще 50 лет ежедневного рутинного труда и здравствуй, пенсия. Во! Я обожаю эти приколы в Sims 3. Так, летний праздник, ага-ага, ого-ого. Быстренько ухаживаем за садом. И идем вонючками на работу. Стоп, нет. Он тоже хавает траву. Но ему становится плохо. Ладно. Не все так хорошо бывает.
Что? А. Ему нужно было выйти на улицу, чтобы рыгануть, ясно. Поехать в Китай. Ты видел свои деньги? В Китай он поехать собрался. Бля, да. Что-то у нее настроение все портит. Портит всю продуктивность. Ай. Давай-ка ты, пожалуй, наверное... А что? Как мне тебе помочь? Я не могу. Ладно, уходи домой. Мы чуть-чуть прогуляем работу. Но что поделать? Опа! Опа! Вау! Что же, что же? Опа! Не, ну одежда это, конечно, пиздец. Все, 4... У нее неделя выходных. Супер. Положить белье в сушилку. Ясно. Мы этого не хотим делать, ясно. Ну, спи. Да, как-то сегодняшний рабочий день у них не задался. Ну, что я могу поделать? О, у него досуг в ванной растет. Нифига себе. Так. Давай ты тогда в сушилку убери белье. Что же нам поделать? Блин, сверхом... Каким сверхом он станет? Эффективнее было бы вампиром, конечно. Так. Отправляемся в спортзал. Тоже тут все бесплатно. Как в знаменитой песне товарища Летова. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Это все про Sims рассказывалось. Я уж хотела спросить было, где тут, блин, качалка. Она подвальная. Обалдеть. Все, качаем мускулы. Давай. Плюс навык. Еще плюс навык. Как быстро он качается. Ну, потому что тут баф. От того, что занимаешься в спортзале, лучше становится эффективность прокачки. Хочет родить дочь. Ну все, рождаем дочь. Что надо купить? По-моему, арбуз. Сейчас я точно посмотрю. 3 арбуза ей надо съесть. Вот тогда, представляете? Ну, удачи есть 3 арбуза, как бы. Тетя, ты уже это читала? Покупаем арбуз. 3 штука. И хаваем их в соло. Но арбузы в Sims немножко мемные. Они выглядят вот так. Все. Опять глотаем арбузы.
Ну да. Держи себя в руках. Так. До изнеможения упражняемся, потому что он так хочет. Саня, каким персонажем будем? Сверхъестественным. Можно выбрать фею, оборотня, ведьму, вампира и русалку. Но русалки бесполезные. Все, он до изнеможения поупражнялся. Все, сообщаем бате, что он будет батей. Только он будет не рад, потому что он где-то ненавистник ведь. Пикаем фею? Всё. Минус. Так, мужской, вот он. А как феей стать? Я не помню. Я не помню, как стать феей. Так, а есть тут эта лавка эликсирная? Бля, походу нету. Строить, что ли, ее? Энчантикс нужно найти. Ну, типа... Короче. Супер. Сим. Все. Сейчас построю... Ну как? Просто выберу и поставлю участок с алхимическими эликсирами. И будем ролить банку на превращение феи. Конечно, он ее может скрафтить сам, но это очень долго. А мы попытаемся, ну, выролить это сейчас. И то эликсир будет достаточно дорогой. Абузер-арбузер. Ну, это как бы механика игры такая. Как стать феей в Sims 3? Сейчас погуглим. Выпить эликсир, вот. Или купить. О! Блять, ну это тоже Дендрарий, это не тот город. Привет, Арачочус. Билд Супер Сим у нас. Создать фею в редакторе персонажа, но это не про нас. Ой. Ну, в общем, вот, строим этот домик. Какого он там размера? Вот, вот. 30 на 30. Блять, можно мне участок 30 на 30, пожалуйста? Ладно, ясно, ладно.
Ладно. Ладно, я его поставлю сама. Кто у меня сопит? Блять, можно еще какое-нибудь ровное место? Это пиздец. Мне не нравится этот город уже. Все начиналось за здравие. Во! Общественный. Комиссионный магазин. Эликсиров. Всё. А вот и он. Магазин закрыт. Ладно. 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 Попробуем матери нашей будущей поднять настроение тем, что она купит лотерейный билет. Денег у нас мало. Подожди, а точно ли этот магазин сейчас будет закрыт, или там просто NPC-шник не заспавнился? Ладно. Давай тогда ты будешь просто изучать алхимию здесь. Все, она купила... Блин, она спортом не может заниматься сейчас. Пойти на летний фестиваль. Ладно, давай поднимем... Пиздец. Просто пешком сюда приди, пожалуйста. Все. Открытку. Хорошо. Хорошо. Поднимаем ей настроение. Хорошо. Что еще? Жареный сыр съесть. Кататься на роликах. Хорошо. Нельзя. Ладно. А с мужем разводиться будем, на нашего личин... Он нашего личинуса не любит. Ну, у него дебафа не появилось, но посмотрим. Пускай в теории можно его оставить, просто чтобы он приносил деньги, потому что как таковых алиментов в Sims не существует. А чё у нее уже? Так, подожди. Книжка, библиотека, где эта херня? Самая бесполезная локация в городе. Она опять хочет прочитать книжку для беременных. Ладно, ладно. В Египет мы не поедем. А я когда поеду в Египет? Оставим, чтобы приносил деньги. Жиза, ну. Сейчас еще пускай этот мужик пофармит вот этих вот жучков и камушков, потому что они нужны для приготовления эликсиров.
Создать 5 штук эликсиров? Нет, обойдешься. Крем от загара для вампиров. Саня, как дела у тебя? Расскажи. А то все угораем, да угораем. Ну, что это за лечебный эликсир? А, фигня. Это что? Скучать не будут. Ладно. Все, давай домой. Тетя. Подожди, нет. Тут есть комп. У нас дома компа нет. Что тебе можно поделать? За компом. Буквально ничего. Ясно. Ладно, давай, пиздуй домой. Ура, он создал эликсир. Во. Пиздуй домой. О! А, блин, я думала, это тоже светлячки, а это просто эмбиент такой. Все, хавай, мужик. Nebo Sieg! Gark! Ой, ему на работу. Никуда машина не приедет, у нее выходные, это просто логовое уведомление. В принципе, и можно заняться рыбалкой, чтобы... Блин, мужик, поспи еще. Нахуй ты встал, блядь. Кому стало лучше от того, что ты встал? Бота строения не будешь. Завести кошку. В теории можно. Давай заведем кошку, ладно. Все, мужик поспал. Пиздуй на работу. Ух ты! Это хорошо. Пописали, покакали. Кис. Ой. О, Мидес, привет! Дисошал, привет! Что за бредятина? Где Skyrim 15 часов? У нас Супер Сим 15 часов. Купить высокий стул. Ну, это, конечно, здорово придумала. Блядь, подожди, мужик. Мужик. Схавай базилик, пожалуйста. О, все, он схавал. Все, отлично. Есть шанс повышения на работе. Короче, я потом сделаю какой-нибудь этот... Базилик повышает тебя на работе? Да. Тут, короче... Вот. Блин, вам видно вообще, нет? У меня просто экран огромный.
В общем, с приходом одного дополнения там добавили всякие травы, типа базилик, зубровка, корица и прочая херня. И каждая трава имеет свое свойство. Вот. И в данном случае конкретно базилик повышает тебя на работе. И вот тут написано, что сейчас самое время показать на работе, кто в доме хозяин, и заслужить это повышение. Вот. Ничего себе, то есть это баф? Ну да, по факту. Вот. И тут, короче, есть шкала производительности. Блин, вам реально нормально видно? Ну-ка я посмотрю свой собственный стрим. Так-то нормально. Ну, мелковато, конечно, но в целом пойдет. Так вот. Тут прям есть бафы, дебафы, да. Ну, как бы что-то видно, да, в игре мелковат шрифт. Потому что эта игра достаточно старая, и у меня слишком большой монитор для этой игры. Ну, я давай попробую, конечно, поменять разрешение. Так. Вот 16:9. Давай вот так. Ой. Ага. Вот сейчас вам получше должно видно. Должно быть видно. Ну, а вот для меня это вообще пипец. Слишком близко. Короче, мы создали Супер Сима. Точнее, Супер Сим сейчас где-то вот здесь. Его еще не существует, потому что, ну вот, в общем, вот. Блин, мне очень близко. Мне надо вот так сидеть. Супер женщина, супер стирает, супер одежду. Моя задача создать персонажа, ну вот, от этих двоих. И он уже будет прокачивать все навыки, все карьеры, все дипломы, что там еще, все челленджи. Вот, типа, челлендж это в навыке есть вот такие задания. И я тоже их хочу закрыть. Вот так вот. Что сломалось? Понятно. Сломалась стиралка. Ее убить не должно, потому что она беременная. В игре сделано так, чтобы... Ну, типа, беременные, они бессмертные. Вот. Ни хрена себе. Это ты про что? Про то, что я собираюсь делать? Есть такое. Я просто это вдохновилась на этот челлендж у одного другого блогера. А, сломалась так? Ну да. И, в общем, вдохновилась на этот челлендж. Он его проходил в 4-й части. А 3-я, она уже чуть-чуть старенькая. Вот. Социальные сети. Ок. Блин, она сейчас буквально бесполезна. Я не могу ничего прокачивать и выполнять ее желания. Так, он приехал домой, и чё? Ну, ну вот и что? И что теперь тебе похлопать? Ясно, ему нужно развлечься. Ну, ложитесь, отдохните. О, отпускные. Буквально целая копеечка.
Все, давайте. М. Оформляйте. Канапе. Что? Что за Грош. непотребство сейчас произошло? Чичла. Безобразие. Так. Где? А где еще? В смысле? Все? Еще раз? О, все. Все. Улучшить. Получить массаж. Приема. Стимаш. Думака. Jamzo. Sawima. Нефашу Нуки. Ипсела. Дуракини. Ура! Кайф. Rug. Нурки Так, Майя. мне надо, чтобы ты мог сделать ей массаж. Аввеб. Она этого очень хочет. Во. Cantonese. Hmm? Soup to flip. Oh. Easy flip no. Ура! Спасибо. Мужик не бесполезный. Так. Блять, он опять хочет спать. О, у меня же есть эликсир. Все, ты не хочешь спать? Пиздец, чё? Как говорится в старой пословице, счастье не спрятать в бутылке. Неправда. Этот персонаж выпивает счастье из бутылки и больше не грустит. Понятно, это самый бесполезный эликсир. Маша, привет. Вазик, привет! Привет, привет, привет! А мы тут с Симсом балуемся. Как стримчик-то похорошел. А, скайримчик похорошел, да. Я однажды думала, короче, создать факельную шахту, ну, локацию в точности. И попытаться ее типа пройти за персонажа. Еще можно изобразить Скайрим в Симсе, потому что я могу создать эльфа, который будет магом. Я буду там поджигать персонажей и все такое. Ну, конечно, хата — это студия нового уровня, даже толчок без стен. Нет, тут все со стенами, просто это такой режим, чтобы было удобно играть. Типа тут нормальная хата. Сейчас я ее продемонстрирую. Сейчас мы подъедем очень медленно. Вот такая красивая обшарпанная дверь. Вот прихожая. Вот, если что, крыша тоже есть, просто в этом режиме не видно. Вот кухня. Лока уже в чернотопье, ну плюс-минус. Вот ванная. И вот спальня. Спальня. Вот, но это еще не все, потому что у будущего ребенка уже есть своя комната. Причем это создала не я. В общем, вот. Ну, короче, вот. Тут есть еще подвал. Вот. А сверху он выглядит домик вот так. Ну, это реально какое-то чернотопье, потому что тут болотистый район буквально. Он как бы... Вот центр города, он нормальный. Но вот эта вот хата, где мы живем, она была одной из самых дешевых. И оно буквально в какой-то болотистой местности. Тут вот все в лужах, в тумане, в таких вот этих вот камышах. В подвале делаем кузню. Тут, кстати, нет такого. Правильно, ребенка надо в подвал селить. Ну, не у каждой семьи, не в каждой семье у ребенка есть своя комната, а тут целое помещение. Вопросы в какие вообще ко мне? Вот. Мы, короче, будем прокачивать алхимию вот этому мужику.
Мы уже чуть-чуть начали. Так что это прям РФАП. Ну, точнее, Skyrim. Вот. Нет, покупать мы ничего не будем. Манеж купить хочет. Ладно. У нас, скорее всего, будет девочка, потому что мы повлияли на пол ребенка, поэтому мы покупаем манежи. 275. 300. Самый дешевый берем. Самый. Убираем полосочку вот эту вот. Вот это мне нравится. Нет, уже разонравилось. Вы не видите? Давайте я спрячу вебку на минуточку. В общем, в этой игре есть вот такой редактор стиля. Я буквально могу поменять на все, что захочу. Ну, вот такая пускай будет. Я могу вот сюда добавить. Могу вот сюда добавить. Пускай это будет другого цвета. Вот такого. Вот этот вот обрамление, как его назвать, я не знаю, будет вот такого цвета или какого-нибудь другого металлического. Или лучше даже деревянное пускай будет. А вот так пускай будет. Вот красота какая. Все, мне понравилось. Ну, на отшибе все правильно. 15 минут до метро. Они около МКАДа, кстати, живут. Где вебка моя? Вот. Они около МКАДа живут. Что-то позитивненько слишком. Надо помрачнее. Как тюремная койка надо такой. Нет, нормально. Вот, они живут около МКАДа. Вот. Тут даже есть какой-то старый МКАД, или как его назвать, я не знаю. Потому что тут вот развалина такая. Вот. О, у нее уже нормально. Так. Ну, ей, в принципе, можно заниматься какой-нибудь музыкой. Это очень профитное дело. Или рисованием. Или рыбалкой. Я вот думаю. Коллегия бардов? Ну, кстати. О, пускай она будет играть на лютне, так называемой. Во, это достаточно аутентично. Бля, скика. Ну, самая дешевая гитара стоит 600. Ладно, на 100 рублей дороже, поэтому не сильно страшно. Вот, учись. Нет, нет, не здесь учись. Забирай в себя и поехали в библиотеку. Маша, привет. О, Денис, привет! Привет! Мы тут суперсимы играем. Где библиотека? Так, ты езжай вот сюда. А ты, кстати, иди сюда. Блядь! Кстати, вот это плохо. Надо пересадить растения, потому что, короче, в Sims 3 создали небольшую коллабу с игрой Plants vs. Zombie. И, короче, тут, когда полнолуние, появляются зомбаки, которые хавают твои растения, если они не ограждены ничем. Вот. А я не хочу, чтобы мои растения схавали. Либо можно забор построить, чтобы они туда не добрались. Блин, а то, что музыка из игры одновременно с... Я включаю периодически. Это что такое-то? Я туда-сюда музыку меняю, короче. Вот. А людей они не едят? Они могут. Они их типа кусают, и они тоже становятся зомбаками, но это все в период полнолуния только. На совсем вроде нельзя стать зомби. Вот. Короче, я куплю вот такой глиняный горшок и поставлю эти растения в доме. Вот сюда.
2 штука куплю. И пересажу их. Потому что я не хочу, чтобы они сожрали. Тут, короче, даже есть... Сейчас я вам покажу. Вот такой горохомет. Буквально из этой игры. Если его поставить... Я его удалю сейчас просто, у меня денег типа мало, мне жалко ставить его. Если его поставить, то можно этих зомбаков типа расстреливать, они будут подходить, и он будет стрелять. И они типа перестанут быть зомбаками. Потому что зомбаками становятся NPC из города. Вот. Нормас, вот так. Его поливать не нужно. Горохомета нет, это просто как предмет. С ним можно будет поиграть. Нет, ладно, давайте я поставлю. Просто чтобы вам показать. Деньги они еще заработают. Все, я поставлю его вот сюда. Тетенька, ты что делаешь? Подождешь. Вот, смотрите, я могу играть. Вот, пусть горохомет нападает на зомби. А, подожди, он не зомби. Вот, можно с ним играть. Давай, подойди быстренько. Вот. Он вот так дергается, и вот с ним можно играть в мячик. Вот. Также еще тут добавили солнышко. Как из этой же игры про растения и зомби. Которая спавнит солнышки. Вот. Вот. Так. Все, она отправляется... Куда? Я забыла. Я ее отправляла зачем-то в библиотеку. А! Качать навык, точно. Так. Смотрим. Вот, сейчас я включу музыку. Потому что, типа, в игре просто так нету музыки. А грибы завезли. Я, кстати, давайте я... Просто музыкальное оформление вот так вот нажму, чтобы оно не перекликалось, и все. Грибы завезли? По-моему, нет. Но выращивать их можно просто самой. Блядь, Саня! Саня, ты здесь, нам повезло! Мы наролили банку сразу, чтобы стать феей. Все. Все. Контент. Использовать эликсир на себе. Все, этот мужик сейчас станет феей, как он и хочет. Опа! Все. У вас появились крылья. Даррел Кейн пробует волшебное благословение из бутылки, превращается в фею. Ну просто этот персонаж хотел стать сверхъестественным. И Саня говорит, давай феей. Вот я и все. Вот мы наролили эликсир, и он стал феей. Ну, правда, у нас денег теперь пиздец как нету. Это очень плохо. Давай, изучай, пожалуйста. Mission completed, расходимся? Ну, как? Нет. Ребенок, ты еще не родился? Который будет у нас суперсимом. Ну, это просто, знаете, это спидран по получению выгорания в 3 года буквально. Потому что этот ребенок должен уметь делать все. Крафтим, потом продаем. Мы, короче, будем зарабатывать деньги алхимией. Что? Обнять во сне? Ладно. А летать перс сможет? Да. Но не перемещаться. Просто, типа, на месте тыкать, если. Ну, сейчас я покажу. Не переживайте, он шиз. Так, сейчас я покажу. Иди сюда. В общем,
У него есть такое действие теперь. Я летаю. Он может сделать вот так. Но это на месте. А если передвигаться, то вот. Но по лесенке, конечно же, ногами нужно перемещаться. Вот, и он летает, типа. Ебанись, да? Duca Vilchin. Так, собираем жуков. Они нам пригодятся. Пчел, кстати, тоже можно. Hawuni. Igla. Speedtalk. Так, она там... Блядь. Ты где? Почему ты... В лодке в какой-то, я не поняла. Блядь. Я обожаю Sims. За то, что они меня никогда не слушаются. Блядь, ты можешь, типа, на землю выйти? Прошу тебя, умоляю. Ясно. Ясно, она залагала. Ресетнем. Жена явно мутит что-то. Она просто беременная. Начать карьеру бизнес. Ясно. Блять, ну у тебя не такие показатели были. Ладно, я их ролить не буду. Увольняемся и устраиваемся в беременности на другую работу. Бизнес ей хочется начать, видите ли. Ну, беременная, что с нее взять? Ну, недоступно. Ну, бля... А, не то. Подожди. А где... Ладно. Так. Я хотела, чтобы она отправилась в библиотеку. Я что, так много прошу, что ли? Понятно. Это так болото на нее влияет. Блять, еще и не ту кнопку нажала. Прошу. Спасибо. Только ты можешь одеться, я тебя умоляю. Спасибо. Наконец-то. А, мужик, кстати, умирает немножко. Нахуй ты мед сожрал? Ты должен был его продать. Купить. Ты на свой бюджет смотрел? Купить он хочет что-то. Во, они родились, типа, вот они вот так появляются сквозь землю. Вот и атака зомби в действиях. Но я ее могу отменить. Это модная хата. Но это типа магазин эликсиров. Вот. Так вот он выглядит. А это Аркадия буквально. Все, давай домой. Ого, мед даже охуенный. Кайф. Ow. Nugla Toblet. Ты можешь поесть, пожалуйста? Спасибо. Во. А, вам видно? У меня просто все темнее. Вот, короче, зомби. Пусть нападает на вот эту тетку. И вот, все, она сейчас... Это действие, типа, по умолчанию автоматически происходит. И вот она сейчас идет к этому вот... Ну вот, типа, она прям зомби-зомби, пиздец.
Я не ту кнопку нажала, сори. Вот. Вот. Все, она типа излечилась. Она стала обычным персом. Нахуй ты встал, мужик. Вот, ну нахуй. Все, она излечилась и такая, бля, хули я тут делаю, и пошла домой. Горох норм лечит от зомби-вируса. Да, 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 все так и происходит. Надо сохраниться. Ой. Ну, конечно, то, что у них денег нет, это мда. Это буквально мда, блядь. Ну, в теории он может продать книжку, вот эту. Стало чуть-чуть побольше денег. Тут есть опция пиздануть мужика подушкой, чтобы не храпел во сне. Как таковой нет, но подраться подушками играючи можно. Типа, весело, пиздимся подушками. Вот эта тема, знаешь. Ему надо крафтить зелье подороже. Ну, надо и прокачать алхимию получше. Блять, 105 рублей. Счета за хату. Так, подожди, хавай траву. Вот, базилик. Блять, не прокнула. Ладно. Oh. Хорошо, что он недалеко работает. Поймать насекомое. Все, конечно, заебись. Ну зачем? Ну, в теории он сегодня может получить повышение, поэтому... Ага, он ушел, чтобы блевануть, ясно. О! Наконец-то! Все, давай в больничку, пожалуйста. Блять, и этот поехал. Так, работа! Нет, я не позволю, она сама справится. Обычно я такое поощряю в играх, ну, в Симсе, но не сейчас. Глотает кусочек нового вещества, странное ощущение. Зачем он это сделал? Давайте, знаете что, я вебку в другую сторону помещу, потому что тут с левой стороны... Ой, это право. Там типа это... Во, я вот так сделаю. Вот тут в уголочке появляется, ну, типа, окна уведомлений. Вот. А сверху справа, слева действие. Вот, я так поставлю экран. Ой, вебку. Вот. Вот вредина? Я вредина? Или кто? То, что он не поехал с ней в больницу или чё? Ну, блин, деньги важнее. Видели, у них сколько их? У них их нет. А у него повышение. Все, девочка, как назовем?
Рождения восторженная. Вторую могу выбрать сама. А почему? Это из-за того, что он не поехал? Пиздец. Ладно, восторженная это неплохо, но можно потом поменять характер. Как назовем? Только без хуйни. Так Ивану и передадим? Ты про что? Цирилла? Давай. Ну ладно, давайте еще подкидываем идей. Ну, если кому-то не похуй. Фрея? О, прикольное имя тоже. Хотя в Скайриме Фрея как персонаж мне вообще не нравится. Лея, блин, тоже интересно. Аркадия? Вот Аркадия точно нет. Я не люблю это имя. И мне перс Аркадия тоже не нравится. Фрея, Лея, блин, вот эти оба два мне очень нравятся. Можно, конечно, двойное имя и какое-нибудь мемное придумать, но... Хз. Вебка, кстати, норм? Ну, вроде да. Давайте Фрея Лея будет. Фрея Лея. Во. Мне нравится. Так, она у нас будет иметь только важные и нужные черты характера. Но сейчас их нет. Ладно, пускай будет дружелюбная. Похуй. Ура! Все, освободилось два этих. Слота под желание. У нее еще 5 дней отпуска. Что? Она фея? Блять! Этот ребенок родился феей. Ладно. Ладно. О, Чичи Блань. Так. Чудо Ворд. Вон, видите, от нее блестки идут. Это значит, она какая-то сверхъестественная. Да заебешь, блядь, путешествовать, не пойми куда. Все, повышение, 528 рублей. Он теперь лаборант. Благодаря своей преданности науке вы получили должность лаборанта. Еще немного, и вы заслужите право на белый халат и доступ к настоящей работе. Но если хотите спокойно дожить до этого времени, не трогайте ничего горючего и радиоактивного, а также не создавайте неуправляемых роботов. Так, и что это такое? Что это? Зуд. Ясно. Так. Он хотел кошку. Домой мы не отправляемся. Здесь был какой-то приют для животных в какой-то семье. Какой, я не знаю. Вот, вот. Городской приют. Он в парке. И хули. Андре какой-то. Что за Андре? Хуан. Нет, это не Андре. Харвуд. Анна Лиза. Как назвали дочу? Фрейлея. Вот он, Андре. Здорово. Поехали к тебе в гости.
Привет, да, здорово. Собрать компанию. Seal thou voda. И мы... О, еще плюс деньги. Бля, кайф, деньги рекой, бля. О! Все, мы собираем компанию и едем к тебе домой. А хули ты хотел, мужик? Теперь он дома будет. Все. Просить разрешения войти. Вот так вот. Narbo. Нихуя у него! Блять, надо было... Надо было им клиптоманов взять. 15 тысяч у нее уже. Подожди, а я могу поменять ей характер? Я очень хочу клиптомана взять. Как открываешь общество анонимных алхимиков? Ну да. А клиптомана надо. Подожди, где? Изменить... Блин, это мечту. Короче, как я обычно делала. Я создавала перса, брала ему черту клиптомана, ходила к богатым персонажам и пиздила машины. Ну или еще какие-нибудь вещи. И ставила их либо у себя дома, либо просто продавала потом. Умом. Блядь, 20 тысяч надо. Кризис среднего возраста называется. Еще 5 тысяч откуда-то нафармить. Это ужасно. Так. А где животные-то? Приют это тут у вас. Животные-то где? А, вот какое-то животное. Это кто? Блять, это собака. А мне кот надо. Это все? Ну, вроде да. Блин. А котов у вас нет? Ну-ка, если я сюда ткну. А, вот, нет, это собаки. Мне собака не надо. Так, ладно, давай распускаемся. А есть еще приюты? Бля, походу нету. Но они периодически меняются, но, блядь. Такое себе, конечно. Так просто тогда ткнем. Но они вроде за деньги. Вот кошка. Блин, они все милаши. Давайте вот этого возьмем. Он маленький еще. О, бесплатный? Берем этого. Как назовем? Называем кота. Это девочка. Микроб. Кто бы сомневался. Теперь микроб может отправиться к вам жить. Так. Мы едем с этим ребенком в библиотеку. Где микроб-то? Когда микроб приедет? Oh, Knorkle.
Так, где почтовый ящик? К нам ничего не пришло. Так, надо питомцу добавить штук. Будет желтая мисочка. Дразнилка. Нет, не здесь. Вот здесь. Лоток. И подстилочка. Вот здесь. А, когтедрочка. Вот здесь. Нахуй так по-ебаному стоит вот это все. Все, вроде все принадлежности купила. Это... Так, все. Кладем ребенка на землю, ведь только так можно куда-то деть детей Ota. в этой игре. Marshmallow. Сливаем соляру и учимся играть на гитаре. Во, микроб! Вот ваш новый питомец. Надеемся, в вашем доме зверек обретет счастье и любовь. Смотрите, какая кися! Блять, ты куда, мужик? Возьми. Блять, котик. Я ненавижу эту локацию. Он обожает котов, и вот и у него баф появился. Kuta Feifei. Hmm? Oh. Так, дом. Он хочет купить компьютер. Было бы неплохо. Какая жестокость по поводу ребенка на полу. Ну, они только там могут находиться, это факт. Ну, в игре. Типа ты либо его кладешь на пол, либо вот в эту кроватку, и все. Bueco. Oh, shoot. Oh. Ah. Oh, now hoopy. Oh, mindful. Nish, nish, nish. Come on. Ну все. Ah. Whew. Давайте купим им компьютер, реально. Ага. Только вот такой могу. Вот этот вот. Но нахуй надо. Mm-hmm. God. Купи ему счеты? Кому? Oh, brother. Lash. А, мужику-то этому. Ему бы выспаться когда-нибудь. О, он уснул в ванной. Денис, прям как твоя киса. Она тоже у тебя в ванной любит зависать. Чё она там? Научилась уже играть?
Какой мужик. Сходить на игру. Блять, ну можно, но оно денег стоит. Так, ладно, будь хорошей матерью, покорми ребенка, прошу тебя. No, no. Bebida. Zeb bombing? Когда у нее 6, она будет неделю, короче, вот этой вот Bebirada? лепешкой. Zubin Rock. Все, клади обратно. Играем дальше. Хуй Хуй с ним. Коврик в ванну, срочно хуй с ним с пиздюком на голом полу лежит, пускай. О, смотрите. Микробу нужен коврик. У нее есть подстилка у микробчика, вот. О, ну посмотрите. Ну просто я не могу. Что она делает? Играет так. О, 4-й уровень. Она скоро сможет зарабатывать. Деньги. Так, берем в руки. Идем в парк. Похуй, что праздник закончился, потому что ночь. Мы идем в парк, потому что она хочет играть на гитаре в парке. Быстренько выполняем это действие. Кладем на травку и играем в парке. Все, мы выполнили действие, можно закрывать. Зажечь фейерверк. Сделать фотографию. Ты уже делала? Ну ладно, пускай еще одна будет. Где эта будка? Вот она. О, с ребенком можно. Давай. Фотографируемся. Все, отлично. Мы все сделали. Она мать-одиночка, кста. О! Черноглазая Сьюзан. Тут какие-то всякие эти растения есть. Давай-ка ты пока положишь ее сюда и пособираешь цветочки. Прошу тебя. Некоторые очень дорогие бывают. Буквально 600 рублей, я помню. Но эти вряд ли. Во, а вот эти уже возможно. Хотя, если оптом насобирать, получится нормально. Бля, у нее аллергия на цветы началась. Это плохо. Вот еще цветы. Все, меняем пеленки и идем домой. Все, кладем ребенка спать. Дружимся с котиком.
Блять, она залагала. Ni. Eska. Ресетнуть придется. У нее рука вот так вот постоянно. Так, мужик, вставай. Женщина с тобой обниматься хочет. Chima. Ooh, yeah. Все, спать. Так, больница в этом городе где? Вот она. Ей нужно укол от аллергии сделать, и у нее такое желание есть. О, котенок спит в своей подстилочке. Все, желание выполнено. Начать карьеру журналистика. Так ты уж определись. Не, журналистика в жопу ее, я не хочу. Это слишком заебная профессия. Там нужно развивать навык писательства, я не хочу. Это самый неудобный навык вообще. Так, есть тут какие-то еще растения, пожалуйста? Где-нибудь. Что это? Подберезовик. Буквально около березы растет, в натуре. Какой тут еще есть? Вот, общественные сады какие-то. Яблони. О, тут даже есть Все, собираем. Если это бесплатно, то мы этим пользуемся. У него все равно 4 дня чила. О, сегодня свободный денек. У него сегодня... А у него есть работа сегодня или нет? Вот, 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 смотрите, у него мысли о том, что, типа, он не рад тому, что ребенок есть. Потому что он, ну, где-то ненавистник. Ну-ка, покорми. Вот, вот. Противник детей. Некоторые считают, что дети цветы жизни на могиле родителей. Осуждаю. Ужас какой. Lashu. Aminana. Но в то же время у него то, что он взял на руки ребенка, это положительное воспоминание. Непонятно. Uba glorka. We buva. Sansi we. Ib. Nish. Микроб выходит из себя. Ива в шоке. А ну прекрати. Что за дичь? Oh, Wampa pues. Well, Fubi. Микроб немного нервничает. Должно быть угощение пугающее, а может питомец просто не в настроении. Ну, у него характер такой, нервный. Повседневные события легко выводят из себя вашего питомца. Вашего питомца часто тошнит из-за стресса. Ваш питомец не самое храброе существо в мире.
Питомец не издает громких звуков и редко участвует в шумных занятиях. А я хотела, чтобы он вообще-то был охотником. Free. Mwah. Посмотрим, как получится. Ну, в любом случае, этому микробу нужно вырасти. О! Koshta Baba. Як. Все, у этого перса появилась игрушка. Это будет воображаемый друг. Так. Похвалим, что он точит когти. А для кошек есть молодильное зелье? Aw. Да, короче, у них, когда они вырастут, появляются желания, ну, ими управлять можно, как бы. Вот, и тоже также можно приобретать награды. И вот здесь, по-моему, есть какая-то, вот, омолаживающее зелье для питомцев. We've Tibby. Jaboo. Vas Jaboo. Fweb. Ой, Jaboo. Oh. Mm. Oh. 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 Chiblets. Huh? Oh. Oh. Dohas. стать лучшими друзьями хочет. Ладно, компьютер подождет. О, киса идет в лоток. Hurt. Ashtu. Надо ее похвалить за это. Oh. A Bucci grub. Все, так. Теперь что мы делаем? Мы идем изучать алхимию и логику. Блять, вот реально тут нету книг нормальных. Вот серьезно? Я просто в бешенстве. О! Книги навыков. Вот. Все. Все я добавила. Нормально. Наконец-то. А то это какой-то трэш. Давай микроба всегда будем оставлять микробом, чтобы он не взрослел. Ну вот котенку нельзя. Он еще не накопил. Я единственное могу... Вот. Вот столько, например, сделать побольше, чтобы он был котенком. Вот ему 15 дней. Еще 2 недели он будет маленьким. Давай. Телескоп купить. Бля, мужик. Меня пригласил богатый чел в гости. Ух ты! Вот этот гриб надо собрать. Блять, подожди, нет. Надо ребенка же на руки взять. Иначе нельзя.
Hello, randomly Sammy. Hi. Oh. Anna. Nagribi Baba. Ну нифига себе он тут. Ну хоть поплавай. Положим ребенка у воды. Judo roared. Oh. Еще ты? Зачем? Ну, я как бы приму это желание, но... Но я не знаю, зачем тебе. Cookie, cookie. Uskavatibi. Oh, yebo. Oh. Huh? Oh, oh, Hakabu. Выходит из себя. No, Chimblano. Нет, в кроватку его класть не будешь. Wash. Мы едем в парк. О, еще отпускные. Кайф. Так, все, мужик, ты наплавался, тебе хватит. А есть книжка по рыбной ловле? Я не помню. КЛМНОП. Нет, по рыбной ловле нету. А зато по алхимии есть. Вот это вот хорошо. Плавать. Так, все, давай, клади. Собираем цветы. Если они тут есть. О, котик ходит. Лисенок! Кот по имени Лисенок. О, поедание бургеров. Shabuna. Zui. Fruta. О, пятая алхимия. Кайф. Trimla. Еще цветы. I need more flowers. О, тоже пойдет. Блин, ребенок ведь.
Slitchu binana. Oh. Так, еще парк какой-нибудь. I'm sitting straight. Что это? Амфитеатр какой-то. Ё-моё. Мяу. Что такое мяу? Цветочки. Мау. Иди сюда. Цветочки. М. Так, ладно, хватит читать. Funibi. Oh, Oba Nunan. Laracus. Продадим. Salamine Belashini. Oh, Darko! Serchuni! Oh. Учим алхимию. Еще кошку завести. Ты чё, чел? Ой, а чё с чатом? Ладно, пока так посмотрим. И тут тоже пропал чат. Ладно, ладно. Пускай тогда в ОБСке будет пропавший чат.
Oh. Oh. Uji malipuma. Ushi. Пока еще пособирает урожай. Лишним это не будет. Ну зайчик. Что это у меня? Ух ты. Так, подожди. Что там? Cheer 10, don't forget to save and drink some water. Oh! So you're an English speaker. Thank you for 10 bits. And I have water. Thank you. It's a good recommendation to save. I don't know why my chat is still uploading. А что с чатом? Ну, у меня написано подключение к чату и бесконечная загрузка. Вот. Поэтому я открою. Даже с телефона Твича у меня написано подключение. А вот. Короче, это, видимо, прикол Wi-Fi, потому что с обычного интернета у меня все норм. I want to learn Russian, such a beautiful language. Oh, wow. It's interesting because I know not many people who want to learn Russian because they think it's such a difficult language to learn. Мяу, что у тебя случилось? Мя. Мя. Ну ложись и не выкобенивайся. Chinaka. Slurpy. Ложись. Так. Женщина у нас понадобывала. Ага, я не могу. Ладно. Oh, Toga Barp. Ложись. Половину. Вот, все, загрузился чат. Нормально. Теперь не пропадет. Поругаем питомца за плохое поведение и поболтаем с ним.
Sot. Sot Twibby. Bev. Bev Kippim. Nuba Nash. Kamini. Mbali. Lakinu. Ладно. Сколько стоит алхимический стол? Вот этот вот. Вот. 275. Ладно, мы собирали цветы. Вот, 500. 132. И 136. Уже ничего. А, вот 5. И 18. А, вот еще. 1000! Все. Кайф. Тысяча 1800. Нормально. Живем. Живем, живем. Валить. Кошечка. All Ebaluti. B. Ima. Все еще рано для работы. Oh, what? Uri. Давай успей еще поухаживать за садом. И схавай траву. Oh. Oh. Ni malaximi. Wasibu. Схавал? Блядь, опять не прокнула. Achibuliki. Manininishki.
Давай. Цветы. Цветы. Hmm. Huh. Shabuna. Zwi. Balashu. Oh, Gurkapiba. Trimla. Shabuna. Zwi. Ну, котик, ты же хочешь в туалет. Почему ты не идешь? Oh, Larna. Riak. Shaka shaka. Shaka. Nami. Oh, Nala. Продаем. Тысяча. Нормально. No, Nushtiba. Zeal thou voda. Так, Redishay. Zork. продаем вот этот вот эликсир. Ловим бабочек. Лутаем мед.
Java. Chesma. Это, кстати, по-моему, дорогие цветы. Блять, нахуй она тратит деньги. Что-то и какую-то херню нарисовали. Что, нормальный мед? Хороший. А воск? Тоже кайф. Orbu X. Avizu Vani. Dreamla. О, вот еще. Так, меланхолия это не то, разногласие. О, усилитель навыков. Это можно. Под изумруд. Еще 2 цветочка, блин. Всего 2. И нигде поблизости-то нет. Ну, кроме вот этого, вот этих 2 застрявших. А, это божья коровка, нафиг. А! Все, кайф. Все. О! Мы ей сейчас поменяем характер. Берем клептомана. Что еще мне было нужно? М, Садовод какой-нибудь. Карьерист. Вот, давай ее. Вот, все.
Все, отлично. Так, отсюда мы телепортимся сюда. Или чё? А, он уже ни хера не делает. Где ребенок? Давай, забирай ее. И уходите домой. И ты тоже домой. Все домой. Все домой. Домой быстро. Ты, блядь, что делаешь-то? Бери. Чуть без нее не ушел. Все, дом. Подожди, ты не ложись туда. Давайте какую-нибудь посмотрим новую кровать, что ли, я не знаю. А то меня заебало просто их невозможность выспаться. Во, бодрость 10. И тут бодрость. И тут. Так, 3500, 4. 8. 8. 8. 8. 5 вообще. Тут, по-моему, какая-то была кровать. Блин, вот это вот вообще мем. Какая-то кровать была, по-моему. Читерная достаточно. Она вроде дешевая, но очень много... Вот это. Но это все равно не 10. Давайте вот эту. Три 500. Чау. Здорово. Еще раз. Все, наконец-то. Иди спи. Так, а ты поухаживай за ребенком. Wabazaka. Oh. Jiao Jiao Lu. Babu Dua. Oh, glooby gloo. И повоспитывай. Дядь Кози. Бля, к чему про кровать сказал? А, я поняла. То, что она там такая молния маккуиновская. А не то, что я пришел снова. Я поняла, да. They Bev. Oh. Yashli. Muji Muji. Yashli. Nasty. Oh. Wibs Fooch. Oh. И я никуда не уходил. А чё в чат не пишешь? Телескоп хочу купить, если денег хватит. О, 620 рублей останется. Ладно. Дик, сижу, что-то залипав в телефон, стрим на фоне пиликает. Вот так вот вы все. Все вы вот такие вот. Пиликайте меня
на фоне оставляете. Блядь! Вор! Вор, 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 вор! Нет! Нет! Где? Вызвать полицию! Просыпайся! Звони быстро! Нет! Нет! Я купила только что телескоп, и меня его сразу же спиздили! No! Да за что? Нет! Ну и что, давай говори, чё мне выслушать-то? К сожалению, вор смог сбежать. В следующий раз мы его поймаем. Пиздец, у меня 20 рублей осталось. Ужас. Сюда телескоп, спасибо. Ну не за что, чё. Пиздец. Не поймают. Так не поймают, конечно. Shim. Oh. Пиздец. Oh. No, Nimala. Да, заработать 5000 миллионов 20 из 5000. Мгм. Вот так ты стираешь, да? Ему нужно поесть. Сейчас она еще за еду спалит, сейчас все сгорит нахер, да? Надо же. Она не спалила еду. Охуеть. Tweb snares him. Dooney Так, что ты обнять ее хочешь? Блять, сломалась. Так, ты чисти и мойся, а ты прочищай. Вот, Noogle, Chertog, Nars. Oh, ясно нахуй. Шиз. oh, Libnor, nerd. Barto Matin. Barto. Yep, so.
Ладно, мы посрывали немножко растений, поэтому у нас еще есть возможность вернуть деньги. О, базилик надо вырастить. Посадить. Anzo. Так, болтать. Chima, Chima, woohoo! Skipet. Uima. Grobel. Juvadish. Barzipi Arset Guapifane. Shiglar. Kilash. Хотят ебаться. Makafa. Ложитесь. Ебитесь. Bina Shasha. Oh. Целоваться. Целоваться. Hmm. Я заебалась эту музыку одну и ту же слушать. Что фоном-то поставить? Что? Что? Мюзика. Давайте вот это вот. Пойдет? Почему не работают? У них выходной сегодня. Или ты про что? Hmm. Вот, суббота. Hmm. Чё? Все. Кайф. Все, иди мойся, иди ешь. Поухаживай за ребенком. Oh, Nushi. И иди в парк деньги зарабатывать. Или в... Нет, в эту. Библиотеку. А. О, Ваня пришел. Блин, она еще не научилась играть за деньги. Ну ладно, пускай это рынкает. Herxa. Ibi Herxa. Ve Herxa. Тимс Oh. и стримс. Oh, А чё? Nuki. А что? Что тут тебя смущает, я не поняла. Бабочка и волка из строя. Да, ну это коллаба была у Симса. А Пчел-бабочка, он хотел стать сверхъестественным персонажем и
Пчел реально. Вот, он хотел стать сверхом, и Саня в чате предложил, чтобы он стал феей. Yablookie. Oh, Да. goo. Hmm. Kumala. Как делишки, Вань? Чего? Делал, что-то поработал. Угу. Сам лишь так и не узнал, какую программу мне надо ставить еще. М. Все затягивается. В этом мире. У тебя всегда такое хорошее настроение? Хотелось бы познакомиться с тобой поближе. Кто ты по знаку зодиака? Кажется, нам с тобой суждено быть вместе. Челы буквально яйца подкатывают к девушке. Let's know. Hacha. О. Quagma. Что надо? Я думаю, может тебе находится. Это что значит? Что такое раскулачить? Отнять имущество. О, играть за деньги. А, так ладно, я сейчас как раз скоро заканчивать буду. Ты же мыться еще пойдешь, нет? Ну вот. Все, наконец-то фармить деньги с помощью гитары. Коша? Мя-мя-мя. Я уж думал уходить, но ладно, еще успеваю кормить. На работу сегодня пришел без 3 минут. Сафа, смотри, как тебя Ваня любит. Все, плюс бабки. Наконец-то буст бабок через деньги. Угу. Фармим кэш. Oh, Elko Durfee. Укус вампира. Что у этой опять? Противоположная личность. Quagma. Все уже. $47 заработала. Ну ладно. Так. Праздник еще есть. А люди-то тут есть? Ну, вроде. Бежим. Еще чуть-чуть поиграть на гитаре. За деньги. Опа. Черепачка. Попугайчик. Блять, попугая не смогу поймать. Мы поймали черепачку. И мы ее продаем. Блять, она 6 рублей стоит. Значит, мы ее продавать не будем. О, кстати, мы же клептоманище. Так, где там этот богатый человек живет?
Вот, вот, Вульф. Где он? Отсутствует. Да пиздец. Отсутствует он. Отсутствует. Отсутствует. А вы чё? Отсутствует. О, а эти дома. Декма XNJ, NJ, PFG и LJ. Вульф что-то заподозрил. 6 рублев за черепаху, да не говори-ка. Но они бывают редкие, и они стоят дорого. А это дешевая, поэтому... О, это частая, поэтому дешевая, вот. Блять, нахуй ты траву сожрала. Тёник, опять никого нету. Да это что за безобразие? Нет, так не пойдет. Глянем в окно. Тяжело смотреть на дом, который нельзя ограбить. Меня ограбить, значит, можно, а мне чужих, значит, нельзя. Это что за безобразие? Все еще нет дома. И этих нет дома. 9 вечера, вы где все шляетесь? Во, пекари присутствуют. Едем на такси бесплатном до дома. Здрасте. Можно еще билд этого устроить. Повышение карьеры с помощью постели. Так, жаль, машина у них в гараже не стоит. Но стоит зато вот здесь. Так, что бы можно стырить? Телескоп! Угу. Давай потраим телескоп. Иди сюда. У нас как раз он дома закончился. Блять, она спиздила лампочку. Ясно. Давай еще раз. Блять, она в тумбочку спиздила. И теперь стул спиздила. Ясно. Все. Тут можно, короче, только по области ткнуть, и она сама выбирает на свое усмотрение, что ей спиздить. Поэтому нельзя ткнуть на вещь и выбрать ее. Не богато. Хотя нет, нормально. Улов хороший. Чё ты ничего не крафтишь у меня? Oh, Umal. О, Нуски. О, все, теперь микроб не любит разрушения. Поздравляем нас. Kaskiger. Oh, Yumi. Kaskiger. Oh, Kebu. Внести в список продаж. Так, надо с котиком, блин, подружиться уже. Oh, a buchiku. Tico, Tico, Plune. Oh, Yalushka, what? Kasi. Oh, Jabubu. Uni. Rokifi.
О, м, м. Все, чел, спи. Блин, я забыла коту купить игрушку. Вот. Игрушки для зверушки. Открыть. О, Чичи. Мяу. Что это за мяу? Иди сюда, мяу. Разбудить. Пускай спит еще. Ringo! Nika! И эту разбудили. Блять, черепаха спиздилась. Вон она. Вон она теперь. Jaboo! Master Jaboo! Web О, он не нервный. Микробчик-то. Кот думает о политической карьере, которая приносит ему много денег. Вау. Stewie! Mwah! Мдя. Ну, че, базовая хуйня? Все же коты так думают. Коты с амбициями, так ну. Так, ты чё втыкаешь? Какой амбициозный кот. Ну, все так. Блин, ну подружись ты уже с котом, достал. О, поцеловай. Натиск. Ему нужен мир, желательно весь. Ну, ну сколько вам еще можно? Кот затискан вообще просто максимально. La.
Nabalashi. Never. Что у тебя случилось? Сидит и просто говорит мау. Просто, вот просто так. Да заебешь. Че все ломается-то? Так, подожди, мне надо... Блять, а у меня все эти хуйни кончились. Ясно. 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 Sardulilem. Ну ж. Купить устройство для огранки камней. Где эта херня? Вот она. Все, теперь я ее поставлю в дом. Чтобы у меня ее на улице не украли. Опять она ебаться хочет. Сколько можно? Ну, ложись. Ну, давайте совместим приятное с полезным. Типа, она еще одного детеныша хочет. Зачем, не знаю. Ну, пускай будет. Все, она заебалась лежать. Nashuki. Papani. Кто мне звонит? Я занят. Блядь, теперь второй звонят. Нет, опять ему. А было? Или не было? Походу, не было. Еще раз. Haji. Вот. Ну, прибавку к зарплате ты, тёть, не получишь. С такими амбициями заводить детей раз в неделю у тебя всегда выходные будут. Просто всегда. О, смотрите, осень уже наступила. Из подвала-то не видно. Где этот? Вот. Ребенок. Иди на руки. Oh, Naba. Все, с настроением до конца еще вот это вот. И мы едем опять куда? В библиотеку. Так, мужик. Bonflake Rumble. Harbubajina. Jump Nappy. Rib. Sobitan Pixel. Chibadu. Kubabar. Po Rumble. Tinza. Itaka. Продаем. Uzaba. Покупаем. Вот эту хуйню, вот эту хуйню. Вот эту хуйню. Вот эту хуйню. Почти все купили, кстати.
Сколько штук купила? Раз, два, три, четыре. 4 штуки. Значит, 4 горшка надо. 2, 3. Вот. А я смогу купить для садоводства херню? Походу, нет. Да. З деньгами, конечно, напряг. О! Смотрите! Мы купили Савке эту игрушку, как ее, лазерную указку. О! Блин, а как показать-то? А не видно больше всего. Ну, короче, она играет. Я вообще 100 лет уже о ней мечтала и как-то... О, нет, она поиграть будет. Я понимаю, это так. Смотри. Вот на дверь можно. О, еще плюс 1000 в карман. Кайф. Раз. А, блин, это это уже посажен. У меня Собакин после лазерной указки стал за тенями охотиться, так что не переборщите. Она обычно-то за тенями и охотилась, а тут думаю, блин, надо ей указку хоть купить, чтобы весело было. Для слабовидящих кошек, а там всякие эффекты есть. О! Вот это самое угарное. Да, там рожица. Сейчас я переключу, чтоб видно было. Вебка. О. Бабочка. Точечка. Это что? Мышь. Мышь. Пс-пс-пс. Сафа. Вон там, смотри. Вот рожа. И бабочка. Покажи ей-то хоть. А то она потеряла. Она слишком большая. Ты чё её пугаешь? Кстати, ей в глаз нельзя светить Ну, этим. понятное дело, это никому в глаз не даст. Я посветил ей в глаз. В очковый. Так. Вы нельзя. Ваня на нее светит, и она не понимает, что на ней такое. О, мышь самое оно для кошки, ну да. Ты ее пугаешь! Давай на дверь. Давай еще. Ей на пол отражается, и она не понимает, куда смотреть. Я не понимаю. Да. О-о-о. Так делает. Мышь на кошку посадите, шок кошачий случится. Побежала. Ой, не-не-не, на обои. Капец, лазер мощный, аж на обои отражается. Полы просто линолеум такой блестящий. Поймала кошку. О, поймала. Ой, какая недовольная. Вообще лазер. Какая ты большая тут на камере. Ой-ой-ой, куда? Все. Показывай, она его ждет.
Блин, не видно. Полы скользкие. Ну, на ковре бы она, да, она бы так не скользила. Жопа толстая. Пушистый жоп. Ой, веселух. Надо Любе кружок отправить. Ой, отражается. Да. На лапу, на бок посвети. Вау! No way! Лапы горят. Вай, что происходит? Ей явно не нравится. Сейчас окошки. No! Не жоп светится. Ее шок культурный. Что за шайтан машина такая? Надо маме отправить еще. Всем отправлю. Все, опять спамовая рассылка в Телеграм. Так. Она стала дерганой какой-то теперь. Да, она ловить пытается. Ищет. Sardulilem. Блин, опять она херней занимается. Да блин, опять в библиотеке нет никого. Хотя нет, там вон на улице стоят. Управление кошкой. Ваня ее в коробку загнал. Что ты мяу? Давай, верни. Руки трясутся. Ой, развлекаловка. Orky. Oh. Mwah. Oh. Ooh, ibisuto. Mm. Ooh. Чё, пробежалась по тебе когтями? Да. Мeh. Wriggle-roo. Nani. Mm-hmm. Ah. Nala. Sleep. Угу. Моя. Oh, Dabito!
Манка, манку, ра. Видела красоточку у меня в руке. Gosim. Shabusa Sagati. Santa. Вот так сидит. Arglebib. Реклама Oh, такая. Pips, deep. Ага. Так, давайте попробуем взять еще купить лотерейный билет. Oh. О, зомбификация. Oh, Elko Durfee. Это очень забавно. О, это самое лучшее предложение 300 рублей. Quagma. Еще была, блин, не оплачена. Я чуть на измену сел, думаю, а вдруг ты Не, я положила на карту сразу. Просто я, когда положила, увидела, что она... Ну, мне доступна опция оплатить после. Я думаю, почему бы и нет. Вдруг сломанная приедет. Все, ладно, сейчас. Ну шо, товарищи, друзья? Да. Меня выселяют из-за компьютера. Поэтому увидимся в следующий раз. Когда он будет, я не знаю. Вот. завтра я просто. А что завтра? Это ж пятница. А, уже пятница, что ли? Реально, офигеть. Вот завтра можно хоть весь день стримить. Ну, не знаю пока, будет ли Skyrim или Sims. Смотрим по моему настроению. В Skyrim я потею, а в Sims я расслабляюсь. Потому что я хотела поиграть сегодня в Sims и расслабиться. И думаю, почему бы не объединить и то, и то. Вот. Поэтому я офаю. Сейчас я посмотрю, куда вас можно зарейдить. О! Вот сюда. Вот сюда. Так вот, эти копировать. До свидания. Да, подождите, давайте я вас зарейджу, чтобы у вас были баллы канала побольше. Вот сюда. Вот, эта девчоночка классная. Она играет в Римку, в RimWorld. Если кому-то интересно. Просто хотя бы подпишитесь, поздоровайтесь. Вот. Спасибо за просмотр. Бабульку. Нет, не устала. Она Кстати, внимательно, да, выслеживает добычу. Все, всем пока. Хорошего вечера всем.